Приветик, ребята! Ну что, я вас поздравляю, мы начинаем готовиться к нашей белково-углеводной диете. Сегодня мы с вами определимся, что нам нужно в себе изменить, какая длительность будет нашей диеты, сделаем свои замеры, своей фигуры, сделаем это правильно. Потом я хочу рассказать вам, какие продукты нужны вам будут на первое время, покажу свой холодильник, что скупила я на первое время. И, в принципе, расскажу вам, как будет выглядеть вообще схема нашего питания в Буче. Расскажу, как будут выглядеть мои ролики, влоговые видео о том, как я питаюсь. В общем, все вам об этом расскажу. Сегодня 1 июля. Вчера я начала уже первый свой белковый день, сейчас у меня уже второй день белковый. Чего-то мне вчера не удалось сделать замеры, но ничего страшного, сделаю сегодня замерчики. Давайте начнем, наверное, с замеров, да? Что нам нужно узнать, какие размеры своей фигуры. В первую очередь, конечно же, это обхват груди, как мы делали, да? Посмотрите, кстати, видео планирования фитнеса, там тоже идет замеры, как правильно делать, да? Значит, обхват груди, обхват талии, обхват бедер в широкой части. Помимо этого, помимо 3 параметров, нам нужно будет знать, может кому-то не нужно, но все равно, мне кажется, без этого не обойтись, обхват бицепса. Вот этой вот части, да, самой широкой, когда мы будем ее напрягать или когда мы будем ее расслаблять. Смотрите тоже сами. Обхват бицепса, потом, что можно еще? Обхват ляшечки, да, в самой широкой части будем смотреть. Обхват ляшечки, я так и напишу. Потом обхват икр, тоже кто хочет худеть в икрах, тоже это будет полезно. Икр. Все записываем на блокнотик, чтобы потом свериться. Я думаю, это тоже будет большая мотивация для вас. Дальше. Что еще можно взять? Если кто-то борется с боками, да, я сейчас все вам покажу, как я это все измеряю. Кто борется с боками, измеряем тоже. Талия идет, да, чуть шире, не доходя до самих бедер. Измеряем вот эти бочка свои, да, обхват боков, допустим. Я это тоже все измерю на всякий случай. Вот, в принципе, что есть. Насчет веса. Хочу сказать сразу. Хочу сказать про себя. Месяца 3 назад Дима имел такую возможность, как разбить мои весы, уронил на них гантель 15-килограммовую, и все, до свидания мои весы. И знаете, я почему-то даже не расстроилась, потому что я очень давно уже не взвешивалась на них, и даже когда взвешивалась, мне казалось это глупым, потому что, допустим, смотрю на весы, 58 килограмм, да, смотрю в зеркало, нет, это не 58 килограмм, гораздо меньше, но потому что у меня было больше мышечной массы. Поэтому я вас убеждаю, еще раз говорю, что весы это все ерунда. Смотрите на зеркало, смотрите на свое отражение. Поэтому я как бы напишу 58 килограмм своих, но как бы я даже потом уже не буду взвешиваться, мне это даже не интересно. Я буду смотреть на свое отражение в зеркало. Я как раз делаю сейчас тоже фотографии, как бы чтобы было до-после, да, тоже смешные такие фотографии. Я надеюсь, что будет хороший результат, я буду стараться, вы тоже старайтесь, чтобы было потом на что посмотреть, да, похвастаться, понять, что у нас все получилось. Поэтому тоже фото обязательно, я думаю, сделайте. Почему я так настраиваю? Записи, фото, пишите свои результаты, чтобы это вас мотивировало. Потому что когда, сегодня сяду на диету, это будет один единственный день. А когда вы вот так готовитесь, да, берете сантиметр, берете бумажечку, записываете все, это больше как-то предполагает вас к какой-то ответственности, что ли, да. Так что сегодня будем мотивироваться. В общем, весы я не буду брать вообще.
Если у вас есть весы, вы можете взвеситься, но не взвешивайтесь, пожалуйста, каждый день. Это никому не нужно, это только весы свои перенапрягайте, это тоже не нужно. Насчет параметров тоже. Не меряйте свою талию или что-то еще каждый день. Особых результатов вы за каждый день не можете увидеть, особо там ничего не будет. В общем, вот наши основные параметры, которые мы должны записать с вами. И потом их уже в конце нашей диеты сравняем и напишем, какие у нас результаты. Ну что, давайте я тогда сделаю свои замерчики, вы посмотрите и запишите свои тоже. Так, ну что, я начну с обхвата груди. Меряем, да, как это должно у нас быть. Сразу говорю, я без лифчика, это просто топик, чтобы было все честненько. Так, у меня моя большая грудь. Это 86 сантиметров. Я вам говорю правду, мне нет смысла скрывать, поэтому так, 86. Ну, я думаю, моя грудь не увеличится, это точно, может даже уменьшится при похудении. Но я буду стараться, чтобы так не получилось. Так, дальше. Обхват талии, моей широкой талии. Животик мы вот так не втягиваем, расслабленный живот, да? И у нас здесь получается, ну, у меня сразу говорю, талия широкая, 65 сантиметров у меня. Так, дальше обхват бедер. Всегда меряйте так, чтобы вы смогли вылезти, да, вот сейчас. Опа, вылезли. И вот эта самая широкая часть у меня получилась. 91 сантиметр. Ну, у меня было 93, уже 91. Так, 91. Обхват широкой части ножки, бедра. Так, выбираем самую широкую часть и смотрим. Вот смотрите, вот так. Вот. Где-то в таком вот положении 52 сантиметра у меня. 52. Дальше обхват икр. Берем ножку, ищем самую широкую часть, не ниже, вот, а выше. Там, где сама икроножная мышца идет. Обхват у меня идет 34 сантиметра. Так, 34 пишем. И давайте бочка, кто будет мерить бока свои, я тоже измерю. Это вот мы мерили талию здесь, и вот эти самые бочка. Так, где-то здесь, наверное, да? 77, даже может чуть-чуть меньше, ну 77 напишу. 77 сантиметров. Так, ну что, вроде бы... обхват бицепса. Как же не измерить свою бицуху? Так, я спущусь пониже. Смотрим также, напрягаем, если у кого есть что напрячь, да. Смотрим самую высокую точку. И у меня тут получается 26,5. Так, обхват бицепса 26,5. Как бы я руки перестала уже качать, потому что, ну, только если в общих упражнениях, где-то там отжимания, где-то еще. Именно целенаправленно на руки я уже перестаю работать, потому что иногда поднимаю и чувствую, елки-палки, это что-то не то. Так оно, особенно на фотографиях, как-то оно не по-женски все-таки. И все, ручки я потянула хорошо, достаточно, как мне хотелось бы. И руки я больше не трогаю. Так, вот, в принципе, получились наши замерчики. Опять же, еще раз повторюсь, если вы хотите измерить свой вес, пожалуйста, измеряйте, но я советую лично смотреть по зеркалу. Теперь я сейчас сделаю фотографии, чтобы было сравнить до и после, да, как я сказала. Теперь давайте покажу вам, что у меня в холодильнике, что я купила для буч. Что, ребят, давайте теперь покажу вам, что я купила, да, на продукты, какие у меня будут на ближайшую неделю, наверное. Так, первая полка у меня всегда молочка, всегда занимает место. Молоко получается у меня на сколько? На 1,5%, да, там видно, может быть. Видно, может быть, да, 1,5%. Кефирчик на 1%, да.
И еще такая же упаковка молока. Потом сыр. Там он, по-моему, не очень жирный. Так, холодильник. Он имеет такое свойство. Потом масло сливочное. Ну, это логично для жарки. Так, тут у нас идет сметана. Упаковочка тоже. Я взяла 15%, так как все-таки как бы я не хочу слишком мало процентной жирности брать молочные продукты, потому что все-таки, во-первых, вкус, во-вторых, я не сильно хочу худеть, все-таки мне это не сильно надо. И творожочек тоже домашний, я всегда домашний беру. Здесь килограмм, ну я думаю, мне хватит его, может, будет 2 белковых дня. Ну, может быть, на 3 белковых дня мне хватит. Так, я извиняюсь, конечно, блин. Так, потом, это что касается молочки. Дальше здесь идет у меня джунгли. Ну, обычная зелень, да. Петрушечка, укропчик, зеленый лук. Потом листы зелени, щавель. Это то, что я всегда покупаю из зелени. Потом какая-то бабусин горошек. И яички. Яички буду, конечно же, докупать в процессе, потому что яйца это белки, это единственный такой белок, да, который там чистый белок. Так, это Димон перчик. Потом идет цветная капуста. Сейчас. Блин, это, наверное, у всех такие холодильники, или только у меня. Так, потом тут идут кабачки. Это у меня на углеводные дни пошли, да. Капуста, обожаю капусту цветную, я ее могу есть просто в любом виде, но больше всего люблю жареную в кляре, конечно. Потом кабачки, что-нибудь еще придумаю с них из овощей. Опять кабачки, капуста обычная, да, и как она, господи, морковь. Здесь такие маленькие морковинки, я с них тащусь, вообще такие смешные, я их буду варить, наверное, и просто так хрумкать. Так, потом дальше. Так, избавь. Ждем. Да-да, елки-палки. Есть. Так, ну это единственный способ снять это видео в холодильнике. Так, огурцы, да? Огурцы это просто мои сухарики, я их обожаю. Помидорчики, сейчас уже нормально можно их купить, как бы раньше они стоили, ну, может, недели 2 назад, гривен 20 килограмм. И лучок, ну, это отлично, да? Так, передвигаемся дальше в морозильную камеру. И здесь, конечно, самый сок, самая основа всего-всего, да, питания нашего. Так, рыба, хек. Здесь у меня 3 рыбки. Думаю, хватит. Вот они, 1, 2, 3 штучки лежат. Потом здесь дальше филе идут куриные. Потом тут пару кусочков свинины осталось. Я не знаю, я, скорее всего, ее не буду есть. Я почему-то стараюсь в последнее время вообще отказываться от свинины, от говядины. Почему-то у меня именно на курятину, на рыбу больше вкус какой-то у меня такой. Именно свинина, говядина, как-то слишком жесткое мясо. И не знаю, почему у меня как-то на запах какая-то, не знаю, отвращение что ли пошло, не знаю, чего так. Потом куриные ножки здесь тут, буду их варить, скорее всего. И карась, да, карась. Ну, все мы знаем, что в карасе очень много белка, в хеке очень много белка. И где-то там у меня, вот они, да, филешечки минтая, да, лежат. По-моему, 4 или 3 штуки. Да, вот что из мяса и из рыбы здесь у меня, да. Все в таких пакетиках, в общем, запахи не перемешиваются. И здесь идут у меня замороженные черешни. Да, черешни это. Это я буду добавлять в кашу, просто так есть, может быть, даже какие-то, может, коктейльчики буду себе делать. Ну, в общем, я как-то заморозила их, потому что они все так быстро портятся, поэтому я решила заморозить, чтобы потом как-нибудь добавлять в кашки. Вот, в принципе, да, весь мой холодильничек. Но я думаю, я все равно буду еще, конечно же, докупать что-нибудь. Но вот что я имею на сегодняшний день. Во-первых, еще фрукты буду докупать. Но сейчас я их не купила, потому что все-таки у меня будут первых 2 дня белковых. И не хочется просто, чтобы фрукты стояли, чтобы они портились. Поэтому чуть-чуть попозже их куплю.
Теперь давайте покажу вам, что у меня из круп есть. Так, и вот, в принципе, мои крупы самые основные, которые я буду есть в углеводные дни. Да, ну, все мы знаем, крупы это углеводы. Так, рис совершенно обычный, никакой не бурый, никакой, совершенно обычный, длинненький, да, немножечко, так, да, рис. Скорее всего, попробую еще какой-нибудь такой черный рис, да, попробовать можно. Но пока это тоже может сойти. Потом, что тут у нас? Овсянка. Так, у меня чуть-чуть ее осталось, надо купить. Овсяная каша, это моя любимая каша на утро, да. Так, упс. Потом гречка. Тоже обожаю гречку, особенно с куриными грудками. Это вообще моя мечта. Но куриные грудки и гречка, это у нас только может быть в смешанные дни, да. А так гречку буду есть с овощами. Потом гороховая каша. Я очень люблю гороховую кашу. Кстати, есть такое, не знаю, я готовлю ее, может быть, немножечко странно для кого-то. Покажу потом. Потом, дальше. Это у меня вот эта упаковка, всеми известная клетчатка, да. Это клетчатка у меня из семян кунжута. Давайте, кстати, почитаем. Просто очень многие, вот она такая, да, светленькая. Кстати, из семян кунжута очень противная эта клетчатка, я не знаю, я ее совсем чуть-чуть добавляю в кашу утром, да, потому что она как-то очень сильно горчит. Вот ее упаковочка. Так, диетическая добавка. Та-та-та. Что это тут написано? Так, ну и тут, конечно, все ее полезные вещества. Так, не является лекарственным средством, но очень-очень тут просто нереально много полезных веществ. Кстати, да, по содержанию пищевая ценность белки 50 грамм. Посмотрите внимательно. Это просто вы должны знать, что такое клетчатка, да? Пищевая ценность 100 грамм, да? Белки 50 грамм и 7 грамм белков, да? Еще раз. Жиры 19. Кстати, жирноватенько. Углеводы всего 11 грамм. Энергетическая ценность 425 калорий. Как бы, да, ничего себе, 50 грамм на 100 грамм. Как бы можно немножечко потерпеть, если она горчит, поэтому я и терплю. Так, и что у нас здесь? Я не знаю, кто-то видел или нет, что такое есть, но это гороховые хлопья. Я люблю добавлять, смешивать вместе с овсяной кашей и с молоком на утро, да. Очень такое вот, как хлопья. Они очень такие интересные и очень вкусные. И если на запах, ну не отличить вообще совершенно от гороха. У меня тут их целая куча. Я купила это еще, ну очень давно, даже ценник остался. Вот этот весь пакет на 6 гривен у меня вышел. Купила я в супермаркете, там были, получается, все крупы на развес. И, блин, она очень вкусная, эта гороховая каша, получается, с ними хлопья, да. Можно просто молоком залить. И вообще супер. Я, кстати, думаю, может с них какие-то печеньки сделать гороховые. Или это слишком, я не знаю. Ну, в общем, очень мне понравилась эта кашка. В общем-то, вот мои крупы, да. И думаю, в принципе, мне их хватит надолго. Поэтому что-то, может, если докуплю, то обязательно вам покажу. Лично я хочу не похудеть, потому что мне не хочется еще худее выглядеть. Меня устраивают свои килограммчики, о которых я даже не знаю, сколько вешу. Лично я хочу именно подсушить и выявить больше рельеф. Рельеф мышц, и мне кажется, мне хватит, может быть, я не знаю, сколько мне хватит. Я буду смотреть по зеркалу, опять же. Когда я увижу, все, класс, мне все нравится, я остановлюсь и буду дальше продолжать правильное питание. Просто как бы буду поддерживать эту форму. Это будет немножко тяжело, но опять я вам в конце об этом расскажу, как лучше сделать, как выйти с этой диеты, потому что у диет должен быть свой выход. Это что касается меня. Если вы неправильно питались до этого, до буча, ели майонезы, конфетки, бараночки и так далее, конечно же, вам будет очень тяжело первый день. Белковый день, потом углеводный, это будет очень тяжело чередовать. Ну, как бы,
для людей, которые раньше не знали, что такое правильное питание, Буч будет вообще новинку. Для меня первый день был довольно-таки легким, потому что я правильно питалась до этого. Ну, опять же, я вам буду все это рассказывать в своих влоговых видео. Ну что, в принципе, какие они будут влоговые видео? Планирую я делать одно видео в неделю, и в этом видео будут все 7 дней моего питания. 2 белковых, 1 углеводный, а потом опять 2 белковых, 1 углеводный и 1 смешанный. Как я вам об этом и говорила, вся схема Буча. И коротко буду вам показывать, что я ем сегодня, потом буду говорить время, когда я все это скушала. И в самом конце видео будет маленькая картинка, коротко будет расписано все мое питание на неделю, как такой мини-календарик, да? Вы сможете повторять все за мной, следить за мной. Допустим, я выложила видео на этой неделе, вы кушаете то же самое, в принципе, что я ем на этой неделе. В общем, повторяйте мое питание, как можно сказать. Опять же, я не ем красную рыбу, икру, ничего такого сверхдорогого. Я питаюсь обычными продуктами, которые можно купить в любом супермаркете, на рынке и так далее. В принципе, питание недорогое. Я скупилась все продукты, и вы можете сами посмотреть, что продукты недорогие сами по себе. Их может купить каждый человек. Не палку колбасы, а так далее. Так, в общем, слишком много разговоров. В общем, я думаю, поняли, что нас ждет. Я надеюсь, вы присоединитесь ко мне, будете следовать моим советам. Надеюсь, у нас все получится. Держим кулачки, болеем за меня, чтобы я ничего не съела лишнего. Все буду вам показывать, не буду ничего скрывать, где-то за подушкой шоколадку не буду жевать, обещаю вам. Все буду показывать вам, как есть на самом деле. Ну что ж, встретимся через неделю тогда, покажу вам первую неделю моего питания. А я вам желаю удачи. Пока.